находимся на плато Гиза. Перед нами Великая пирамида или пирамида Хеопса. К юго-западу от нее расположена не менее величественная пирамида Хефрена. Замыкает тройку великих пирамид Гизы пирамида Мекерина. Она самая низкая, но не менее загадочная. Плато Гиза – одно из самых таинственных мест на планете. Со всех уголков земного шара сюда стекаются туристы, желающие прикоснуться к тайнам древних эпох. Наша исследовательская группа подошла к пирамиде Мекерина, или по-другому Менкаура. Блоки, из которых сооружена пирамида, подогнаны очень точно, а боковая поверхность выравнивалась, скорее всего, уже после укладки блоков на место, что говорит о высочайшем развитии технологий. По узкому наклонному туннелю мы спустились во вторую по величине пирамиду – пирамиду Хефрена. Сейчас мы направляемся в погребальную камеру по горизонтальному проходу, внутренние стенки которого сделаны из известняка. Проход расположен на уровне примерно 10 метров под пирамидой. В нем можно идти, выпрямившись во весь рост, что для внутренних камер египетских пирамид, вообще говоря, редкость. Пройдя около 40 метров, мы попадаем в так называемую погребальную камеру, где находится саркофаг. Погребальная камера – это прямоугольное помещение с треугольным потолком, вырубленное в скале. В этом помещении располагается саркофаг из великолепно отшлифованного единого куска гранита. В нем не было найдено мумий. Однако нами найдены отверстия, которые говорят об очень высоких технологиях, требовавшихся для его изготовления. Последующие эпохи стараются использовать остатки минувших. И эти блоки – отличное тому подтверждение. Их раскалывали на более мелкие и использовали в своих целях следующие поколения. Но если предки совершенно спокойно резали блоки в массовых масштабах, то почему их потомки просто неумело ломали эти же самые блоки? Глядя на то, как сложена пирамида, можно предположить, что сперва устанавливались блоки по периметру, а пространство за ними заполнялось более мелкими камнями. В современных постройках совсем другой принцип. Вначале возводят мощный каркас, который затем достраивают. Это была наша прогулка по пирамиде Хефрена. Теперь наш путь лежит в пирамиду Хеопса. Пройдя по внутреннему коридору пирамиды Хеопса, мы попадаем в так называемую Большую галерею. Ее высота почти 9 метров, длина 46 метров. Это высокий наклонный туннель, прямоугольный в сечении и с немного сужающимися кверху стенами. Кристофер Дан, известный исследователь пирамид, предположил, что пирамида Хеопса представляет собой гигантскую электростанцию. Дан считал, что в углубление, одно из них мы сейчас видим слева под лампой, вставлялись резонаторы,
преобразовывающие энергию вибраций Земли в акустические колебания. Целью и задачей Большой галереи, по мнению Данна, была передача энергии, текущей через большую область пирамиды, в резонансную камеру царя. В камере царя происходила фокусировка звука. Амплитуда звука здесь становилась достаточной, чтобы привести к колебанию гранитных блоков потолка, и весь гранитный комплекс становился вибрирующим сгустком энергии. Саркофаг весит приблизительно 3 тонны и выполнен из целого куска гранита. Поражает идеальная обработка такого твердого материала и отделка внутренних углов. Также на саркофаге обнаружены многочисленные пропилы. Коридоры и проходы в пирамиде Хеопса совершенно неудобны для перемещения обычного человека, но выполнены с колоссальной точностью. Некоторые исследователи выдвигают версию, что коридоры и проходы на самом деле выполняли роль своеобразных волноводов, как в антенных устройствах. Но современные антенны могут работать не только на прием сигналов, но и на их излучение. То есть пирамиды могут быть не только антеннами, но и излучателями, устройствами, не принимающими сигналы из дальнего космоса, а наоборот, отправляющими информацию или энергию к другой планете. Перед нами базальтовый пол, расположенный рядом с пирамидой Хеопса. Пол идеально выровнен. Видимо, строители сперва укладывали блоки, а уже затем их выравнивали. На полу и рядом с ним присутствует огромное количество надрезов и пропилов, оставленных машинными инструментами, очень развитой в техническом отношении цивилизации. Цивилизации, превосходящей по техническому развитию даже нашу. Интересно, какой был диаметр у этой шпагаты? Это как это? Девушки, прикройте уши. Два лимбизма такие, что раздельно. В общем, мне не пришли. Как мы ржали, что может все что угодно. Замаскировал, ходил буквально. Но мы же не знаем, что не, ну все правильно, как у нас, что настройки валяется, может там настройка завершена. Внутри в пирамиде Экскаваторы валяются, или краны башни. Если присмотреться, можно увидеть параллельные риски. Сверху видно обстукивание камня, а снизу явный пропил. И здесь он как бы пропил, Здесь был пропил, и вот после этого а здесь обстукивание. И фактурная вот эта поверхность рябая. это явно стучали. То есть, чем, может даже теми самыми шарами, как они говорят. То есть там полсантиметра-то убрать можно. Тоже параллельные риски. Здесь такой переход. Здесь они тоже вот очень строго параллельно. подгонялось потом. То есть всегда это вот обстукивание идет после пилы. А, вон еще пропил.
видно сверло. Неизвестно вообще, кем оно сделано. Риски небольшие, да. Вот еще одно справа. Вот здесь же ниже. Вот мы видим Идем. пропилы еще. Опять что-то нашли, вон они тоже.